Сегодня подборка для тех, кто устал от однообразных игр в Play Market, только топ, проверенный лично мной. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если уже на каникулах, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку, и мы с тобой начинаем ролик. Супергеройский экшон, где вы отправитесь изучать небоскребы Starfall City. Вас ждут крыши многоэтажных зданий, захватывающий дух виды и противостояние с врагами. Игра во многом напоминает классического Человека-паука, но вместо него нас ждет другой герой с теми же способностями, начиная с паутины. С ее помощью он способен цепляться за стены высоток, разгоняться и буквально летать как птица. И заканчивая необычными способностями костюма, необходимо умело использовать навыки и взбираться туда, куда обычным людям дорога закрыта. Игра разделена на миссии, которые проходят в разных районах города. При этом нужно защищать территорию от бандитов, используя трюки и удары руками и ногами. При желании можно выбрать свободный режим, который служит полигоном для изучения города, основ передвижения и проведения экспериментов. В этом случае враги появляются случайным образом, а ваш маршрут не ограничивается по времени и направлению. Мне кажется, что игра понравится тем, кто является фанатом дружелюбного соседа и хочет довольно весело провести время. К особенностям игры можно отнести огромный открытый город, несколько режимов игры и реалистичная физика. Также, братишка, хочу попросить тебя, чтобы ты мне порекомендовал свою любимую игру. И возможно она попадет в следующий ролик, да и в целом будет интересно почитать. Поэтому бегом в комменты. Это симулятор вождения, позволяющий испытать огромный открытый мир города, наполненный динамикой. Вы сможете выбирать из разного ассортимента транспортных средств, выполняя задания, чтобы зарабатывать и расширять свою коллекцию авто. Кроме того, она включает в себя реалистичную механику вождения, такой как ручное переключение коробки передач и использование поворотников. На первый взгляд она представляет песочницу, где вы сможете свободно исследовать, выполняя миссии в своем собственном темпе и участвуя в онлайн-соревнованиях с другими игроками со всего мира. Уникальные игровые режимы, такие как полицейский против грабителей, добавляют волнение и разнообразие, а с более чем 100 авто игра предлагает интересный опыт вождения. Симулятор от первого лица, в котором вы будете в роли сотрудника пропускного пункта на границе лагеря беженцев. Вокруг свирепствует эпидемия зомби-вируса, и необходимо очень внимательно проверять желающих попасть в безопасное место. Кто-то юлит и не говорит всей правды, кто-то использует поддельные документы. Но самая серьезная опасность – это люди, что уже заражены. Их проникновение в чистую зону гарантирует катастрофу с огромным количеством жертв среди оставшихся людей, так что требуется очень серьезно отнестись к своим обязанностям и не допускать ни малейшего шанса на развитие новой эпидемии среди выживших. В целом очень необычно и, я бы сказал, прикольно, поэтому советую поиграть. Как попасть в семью лайтов? Братишка, все довольно просто. Нужно поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. И, братишка, добро пожаловать в нашу дружную семью лайтов. Всех обнял и погнали к следующей игре. По сюжету вы окажетесь в 2084 году, где выжившие после мировой трагедии живут в отдельно изолированных городах, но время от времени им приходится сталкиваться с беспощадными сражениями ради ресурсов и полезных материалов. Перед началом боя выберите себе одного из 6 персонажей, который обладает уникальными способностями и характеристиками. Затем вооружитесь огромными футуристическими пушками, пулеметами и бластерами. Отправляйтесь на огромное поле сражений. Там также можно использовать разную боевую технику, такую как тяжелые бронированные танки, огромные мехи, быстрые вооруженные автомобили и многое другое. При этом каждый игрок сможет использовать джетпаки, отчего сражения становятся более динамичными. Постепенно прокачивайте вашего героя, приобретая еще более мощное вооружение и экипировку.
Необычный симулятор побега из тюрьмы, где нужно проложить путь к свободе, используя подручные средства и нестандартное мышление. Главный герой оказался в тюрьме за преступление, которое не совершал. Поэтому единственный выход – это прорыть туннель из камеры и выбраться на свободу. Нужно быть осторожным и не привлекать к себе лишнего внимания. За вами будут следить не только охранники, но и другие сидельцы. Тюрьма – это то место, где никому нельзя доверять. Перед вами стоит простая, но интересная задача – это любой ценой выбраться из тюрьмы. Для этого потребуется внимательно осматривать каждое помещение и искать полезные предметы, инструменты и подсказки. Быстро перемещайтесь между помещениями, думайте и взаимодействуйте с другими персонажами. Ваша дальнейшая судьба напрямую зависит от принятых решений. Вы можете копать туннель, торговать и обманывать сокамерников, искать подход к надзирателям и постепенно приближаться к свободе. Обновление довольно популярного экшена. Как и всегда, нас ждут захватывающие сражения на танках в формате 7 на 7, где игроки со всего мира соревнуются в достижении поставленных целей. Разработчики обновили большинство доступных компонентов, а самое главное — это движок Unreal Engine 5, благодаря которому физика стала более реалистичной. В игре доступно множество командиров, которые обладают уникальным набором качеств. Выбирайте наиболее подходящего и попробуйте привести ваш экипаж к победе. Кроме командиров, в игре были добавлены сеты танков. Всего насчитывается более 600 легендарных танков, от исторических моделей до современных и мощных машин. Все танки в игре отличаются размерами, боевой мощностью, скоростью перемещения и прочностью брони. Вы будете перемещаться по просторным локациям, искать врагов и уничтожать их с помощью бронебойных снарядов, менять позиции и уворачиваться от вражеских атак. В игре много интересных карт, начиная с знойными пустынями и заканчивая настоящей луной. А режимов также огромное количество, где не обязательно сражаться. Как ты находишь такие крутые игры? Я уже повторяюсь, но тем не менее, стараюсь подбирать для тебя только лучшие игры, в которые сам поиграл. А еще, если ты до сих пор не подписан на канал, то сейчас самое время кликнуть на красную кнопку, и тогда ты точно не пропустишь ни одной новой игры. Шутер, в котором вы погрузитесь в события, развивающиеся в мире после зомби-апокалипсиса. Игра совмещает в себе классические снайперские миссии и штурмовые операции. Для каждого сценария есть свой набор оружия и специальных устройств. Нужно обдуманно подходить к подготовке и планированию заданий. Тут неплохой уровень графики, как и разнообразие декораций. Можно будет посетить городскую застройку и сельскую местность. Так что фанатам сеттинга и поклонникам динамичных шутеров обязательно стоит обратить внимание на эту игру. Маленький инопланетянин Пола нуждается в помощи. Его любимого питомца похитили злодеи. Ему придется пересечь немало миров. Это визуальная головоломка, которая легко поддается восприятию и обладает довольно уникальным геймплеем. Пола передвигается сам. Нам нужно лишь контролировать окружающую среду, переставляя предметы так, чтобы инопланетянин смог пройти дальше. Не бойтесь ошибиться. Даже завершение пути может показаться довольно забавным. А перепройти уровень можно на любом из этапов. Для этого достаточно просто перемотать назад до определенного момента и исправить свои огрехи. Пола потребуется много отваги, потому что ему нужно посетить множество миров, населенными волшебными существами и довольно забавными сюрпризами. Но не стоит забывать и об опасностях. Они будут подстерегать на каждом шагу. На каждом уровне спрятано немало ловушек, которые стоит обезвредить, а лучше вообще избегать. Это непредсказуемый мир, поэтому никогда нельзя быть уверенным в том, что отважного героя ждет дальше. Погрузитесь в мир вместе с инопланетянином, в ностальгическую атмосферу и отыщите в этой вселенной верного друга, нашего главного героя. Интересный автосимулятор, который позволит нам с удовольствием провести время. Мы получим в свое распоряжение симпатичный пикап 60-х годов. Несмотря на возраст, автомобиль способен прослужить долгое время. Для этого нам потребуется поработать над его ремонтом и заменой старых деталей в гараже. Приобрести новые детали можно будет с помощью заработанных денег, а получить мы их сможем при выполнении разных миссий по доставке тех или иных грузов. И короче, это очень забавный и в какой-то мере необычный симулятор, поэтому советую поиграть. Лайт, передай мне привет. Валерка, без проблем. Привет тебе. В
Вместе со всеми выжившими вам предстоит окунуться в мир постапокалипсиса именно здесь, и начнется наше приключение, наполненное кровожадными зомби, сотнями видов ресурсов. Вы сможете играть в одиночку, либо собрать компанию друзей и совместными силами устраивать рейды на вражеские территории, уничтожать боссов и зачищать локации от зомби. Большую часть времени вы будете вынуждены заниматься исследовательской деятельностью, собирать полезные предметы и создавать оружие, припасы, обустраивать убежище и не забывать про защиту границ лагеря. Зомби нападают не только в ночное время, они бывают активны и при свете дня. Противостоять врагам можно в одиночку, либо собрать отряд из 3 воинов, каждый из которых отличается снаряжением и рядом уникальных способностей. Всего доступно 5 классов бойцов. Выбирайте и принимайте участие в эпичных битвах. Все оружия также отличаются скиллами и дополнительным уроном, который можно получить при правильном применении. К особенностям игры можно отнести: это кооперативная игра на выживание, несколько режимов сложности, десятки боссов и кровожадных зомби. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Выглядит, правда, очень интересно. Поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.